нравится. Ну что ж, у нас для вас новая тренировочка, и как вы видите, мы на новом фоне, на фоне моря, а вернее Сиамского залива. Я надеюсь, вам нравится такой фон. И, честно говорю, это не хромакей, это настоящий фон. И сегодня я приготовила для вас новое занятие для наших икроножных мышц. Честно говоря, многие недооценивают эти мышцы на ногах, зачем они вообще нужны. И, о боже, не дай бог их перекачать. Это, слушайте, это надо новый анекдот, наверное, придумать. Так вот, многие не понимают, зачем их вообще нужно трогать, для чего они нужны. Я вам скажу, когда летом мы с вами будем одевать коротенькие юбочки, шортики, платьишки и при этом будем надевать каблуки, будет очень красиво смотреться, когда ваши икроножные мышцы будут подтянутые и немножечко прорисованные. Так что давайте сегодня этим и займемся. Не зря я сейчас в руке держу скакалку, а это значит, что наша тренировка начнется именно с прыжков на скакалке. Итак, берем нашего верного друга в руки. И смотрите, вы можете на самом деле прыгать так, как вам нравится, так, как вам комфортней, и так, как вы считаете, что вы будете меньше сбиваться. Нам необходимо пропрыгать минимум 5 минут. Прошу вас, сделайте это небольшое кардио, так ваши икроножные мышцы действительно очень хорошенько разогреются и подготовятся к дальнейшей работе. Итак, самое главное в прыжках на скакалке — приземляться именно на носки. То есть вот такая пружинка. Не пятками прыгаем, пятки не должны работать здесь. Работают наши икроножные мышцы. Поехали! Я для себя выбрала вот такой прыжок поочередно. Дышим ровно. Животик также подтянут. Еще работаем.
еще немножко. Остановились. Молодцы. Фух. Отдышались. Фух. Поднимаем руки. Глубоко дышим. Фух. Вдох через нос. Выдох через рот. Еще немного. Фух. И выдох. Ну что ж, отлично. Теперь мы хорошо разогрелись, вернее, хорошо разогрелись наши икры. И это значит, что пора приступить к более серьезным упражнениям. Для начала давайте сделаем такое упражнение. Мы становимся как приседание плие. Ноги становятся как можно шире, носки смотрят в сторону. Руки можем поставить перед собой. Мы присели. Смотрите, чтобы коленки смотрели тоже по направлению с носками. Это очень важно. И теперь работаем сначала поочередно каждой ногой. Смотрите, я сижу, я не встаю. Раз, ножка поднимается хорошо на носочек, пятка оторвалась, икры мы хорошенько сжимаем. Опустили. 2, мы не встаем, тут у нас полоса. 3, 4, еще. 5, 6, 7, чувствуем, да? 8, 9, сжимаем хорошо икры. 10, 11, 12, 13, 14, 15, выше поднимаем, 16, 17, 18, 19 и 20. Опустили пятку, теперь вместе держим равновесие. Раз, опустили. 2, одновременно. 3, мы не встаем. 4, 5, 6, 7, еще. 8, не встаем. 9 подняли, опустили. 10, 11, 12, 13, 14, еще немножко, 15, еще совсем чуть-чуть, 16, 17, 18, 19, не встаем. Последний, 20. Отлично. Подставили ножку, раз, опустили. 2, мы не встаем. 3, на носочек ставим. 4, 5, держим равновесие, 6, 7, сжимаем икры, 8, 9, 10, 11, мы не встаем, 12, 13, 14, выдох, 15, 16, еще немножко, 17, 18, 19 и последний, 20. Поставили и медленно встаем. Умнички. Фух. Ну что, отдохнем. Поднимаем руки. Выдох. Отдыхаем. Подняли. Опустили, выдох через рот. И последний раз. Опустили руки. Так, приступаем к следующему упражнению. Наверное, многие из вас знают типичные упражнения для икроножных мышц. Это обычные подъемы на носки, возможно, еще поворачивать, да. Это, конечно, мы сегодня с вами сделаем. Но есть такое упражнение, которое вроде бы обычное для всех, но можно его выполнять немножечко иначе. И смотрите, мы становимся на носки, ноги на ширине плеч, руки вы можете поставить на бедра себе. И смотрите, мы поднимаемся, как обычно, на носочки, да, поднялись. И теперь вот такой вот волной мы опускаем пятки. И очень-очень медленно. В этом упражнении действительно все очень медленно нужно сделать. Поднялись, волной вернулись. Поднялись, волной. Очень медленно опускаем пяточку. 3, поднялись, 4. И чувствуем икры. 5, 6. Держим равновесие. 7. Медленно-медленно. 8 опустили. 9. 10. Сгибаем коленки прям. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Продолжаем. 17. 18. 19.
20. Молодцы, приступаем к следующему упражнению, и мы будем выполнять подъем на одной ноге 15 раз на каждую ножку. Выставляем руки в стороны для того, чтобы держать равновесие, и поднимаемся на носок. Также медленно опускаемся. Стараемся действительно держать равновесие и отрываем пятку. Вторая нога просто на весу. Еще немного. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Отлично. Потрясите ногой, чтобы ее расслабить. И второй подходик на другую ногу. Вторая у нас поднята. И поднимаем ножку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще немного. 11. Держим равновесие. 13, 14 и последний 15. Встали. Отлично. Следующее упражнение у нас будут прыжки перед собой. Я их назвала зайчик. Мы будем просто прыгать немножечко вперед и возвращаться прыжком назад. Но обратите внимание, что мы прыгаем на носки, не на полную ступню, а старайтесь приземляться именно на носочки, чтобы заработали ваши игры. Помогаем себе руками при прыжке. И можно сделать 30-40 прыжков, насколько у вас хватит сил. Также держим равновесие и запоминаем, что у нас работают икры. Коленки у нас полусогнуты. Помогаем руками, спина ровная. Обратно, вперед, обратно. Выдох, выдох. Продолжаем. Еще немного. Молодцы. Остановились. Отдыхаем. Поднимаем руки и делаем глубокий вдох и выдох. Вдох через нос и выдох через рот. Ну что, ребятки, для следующего упражнения нам потребуются кокосы. Вы можете взять их у себя на кухне, на верхнем шкафчике за овсянкой. Конечно же, я шучу. Вы, конечно, берите гантели или любой дополнительный вес, к примеру, блинчики, если вы занимаетесь в зале. У меня просто гантели не поместились в сумку. Я решила, а почему бы и нет? Мы садимся на самый край стула. Итак, смотрите, чтобы угол в вашем коленном суставе был 90 градусов. И главное, сидите ровненько, спинка у нас подтянута, животик напряжен. И смотрите, мы опускаем наши ноги, пятки прижаты, и затем поднимаем ножки максимально наверх. Вес дополнительный, вот здесь у вас на коленках, действительно должен быть около хотя бы 4-5 килограмм, и тогда вы только почувствуете нагрузку. И в этой верхней точке, вот смотрите, сейчас мы очень хорошо напрягаем икроножные мышцы. Опускаем также медленно, резко вывели и медленно, медленно, медленно опускаем. Выдох, вдох, опустили, выдох, вдох. Очень классно выполнять это упражнение действительно в тренажерном зале. Даже существуют специальные тренажеры, когда у вас на коленках лежит такой поручень, и вы поднимаете дополнительный вес. Подняли, опустили, подняли, опустили. Если вы занимаетесь в домашних условиях, вы можете положить просто обыкновенные гантели, взять их в руки и положить именно на колени. Не середину бедра, а именно коленки, чтобы вы чувствовали напряжение и силу. У вас было, то есть, сопротивление, когда вы поднимаете сейчас носочки. Опустили, подняли, опустили, подняли. Желательно сделать так хотя бы 15-25 раз, в зависимости от вашего дополнительного веса.
и вашей выносливости. Итак, когда мы закончили это упражнение, мы берем, переворачиваем наши носочки в стороны. Пятки у нас теперь практически смотрят друг на друга. Вес мы также распределили. Допустим, одна гантель здесь, вторая гантель здесь. Или же это, к примеру, один блинчик, второй блинчик. Мы поднимаем носочки и опускаем. Смотрите, теперь нагрузка чувствуется немножечко по-другому. Вроде бы одна и та же икроножная мышца, но она у нас не просто сплошной кусок мяса, а у нас как бы две головки присутствуют икроножных мышц. Поэтому мы их обходим как бы с двух сторон. Сейчас у нас прорабатывается внешняя икроножная мышца. Если мы ставили ножки просто ровно, то у нас была вся икроножная мышца. Тоже примерно 20-25 раз поднимаем так. Выдох, вдох. Выдох, вдох, опустили. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Кстати говоря, если у вас нет ни гантелей, ни блинов, никакого дополнительного веса, даже кокосиков, вы можете взять обыкновенные литровые бутылки, насыпать в них обыкновенный песок, добавить немножечко воды, размешать, и получится у вас отличные гантели, почему бы и нет. И отлично. Смотрите, мы делали с вами так, ровненько, так, и если сделать еще вот так, то есть пяточки у нас смотрят в сторону, а носочки вместе, то у нас еще другая сторона икроножных мышц будет работать. И мы поднимаем. Здесь очень важно резко поднять и медленно опустить, как и в любом силовом упражнении. Выдох. Выдох. (15-20 раз). И последний раз. Отлично. Ну что ж, мы выполнили это упражнение с помощью кокосиков. Возможно, у вас есть какой-то свой инвентарь, который вы сами создали, и сразу же патентуйте его. Но, честно говоря, можно заниматься совсем чем угодно, даже с кокосами. Итак, наше следующее упражнение. Для этого мы все еще оставляем стульчик. И смотрите, мы делаем упор. Лучше делать на серединку, чтобы вам было удобно. Становимся на прямые ноги. Взгляд направлен вниз, корпус прямой. Смотрите, одна нога у нас не двигается, она висит у нас на другой. Мы опускаем колено и касаемся к пятке. Видите, пятка коснулась к полу. Опустили колено, пятка. Кстати, здесь очень хорошо работает ваш пресс, поэтому тоже заодно пусть он у вас напрягается. И коснулись пятки. Вот сейчас, на данном этапе, мы растянули икроножную мышцу, что очень хорошо. Сейчас она у нас тоже работает. Мы не касаемся к колену, видите? Мы практически делаем параллельную линию. Опустились, выдох. Опустились, выдох. Еще немножко. Выдох. Уже сложнее, правда? Ручки прямые. 2, 1. Отлично встали. Немножко расслабили ноги. Молодцы. Немножко давайте отдохнем. Выдох. И подняли руки. Выдох. Молодцы. Итак, второй подходик у нас на другую ногу. Работает правая ножка, левая на ней. Мы опускаемся, пяткой прижимаемся. Взгляд у нас вниз, да, корпус ровный. Поехали. Пресс напряжен. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, еще 11, 12, пятка, 13, 14, 15,
Есть. Фух. Отлично, супер, молодцы. Немножко отдохнем. Ну что, ребятки, у меня на сегодня все. Я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее занятие. Я попыталась сделать упражнения более новыми и интересными и необычными для ваших икроножных мышц. Я очень надеюсь, что завтра у вас будет все болеть. Так что обязательно пишите ваши впечатления в комментариях после тренировки или на следующий день после нее. Кстати, этот комплекс вы можете выполнять не один раз, так как он примерно на 15-20 минут. Вы можете выполнять несколько кругов, то есть подходов, 2 или 3 в вашем занятии. Или же добавляйте эти упражнения в вашу программу тренировок. А мы увидимся с вами в следующем видео. Всем удачи и пока-пока!